Привет, друзья! Меня зовут Оля, и вы на моем канале. С этого видео я хочу начать рассказывать о втором своем большом увлечении – это вязание. И сегодня хочу показать и рассказать про пряжу из альпаки и про то, что я из нее связала. Начну с истории, в частности, вот про этот джемпер. Про него чуть позже. Это вообще новый джемпер, который я связала совсем недавно. И, конечно, хочу про него много рассказать. Но начну с того, что 5 лет назад я купила пряжу фирмы Lana Grossa. Называлась она Garzata Fleece, она и сейчас есть. И связала Family Look, 2 джемпера себе и своей годовалой дочке. Свитер дочки я уже не нашла, но свой, конечно же, покажу сейчас. Сначала вставлю фотографии, чтобы можно было посмотреть, как они выглядели тогда. Вот моточек, это как раз тот цвет, из которого связан джемпер. Это я для инстаграма фотографировала процессы, красивые просто фотографии получились. Дальше фотка будет, вот это маленький и большой джемпер вместе. Ну, а это мы с дочкой 5 лет назад позировали. Я вот уже его приготовила. Сейчас покажу. Вот такой шикарный просто джемпер. Он очень простой, но он очень классный. Во-первых, самое, что мне больше всего нравится и вообще, что я больше всего ценю в вязаных вещах, это вес. Вес этого джемпера примерно, по-моему, 250, может быть, 300 граммов. Он очень-очень теплый, он воздушный, мягкий, нежный, и он почти не колется. Ну, по крайней мере, колется намного меньше, чем мохер. Хотя мохер я тоже очень люблю. Люблю мохер на шелке, но альпака – это отдельная моя любовь. И этот джемпер я носила целых 5 лет зимой, когда нужна именно теплая одежда, зимой, ранней весной, осенью. И все думала, если мне так нравится эта пряжа, почему бы мне не связать еще пару джемперов из альпаки себе, но как-то так не получалось, чтобы меня какая-то пряжа вдохновила. Из Garzata Fleece я уже вязать не хотела, потому что я на тот момент связала 2 джемпера, мама моя связала джемпер из нее, из другого цвета, тоже совершенно шикарный. А другую пряжу, не хотела я почему-то пробовать. А осенью моей дочери понадобился теплый джемпер. Конечно, сразу выбор остановился на альпаке. Я купила пряжу Passion, по-моему, она называется, или Passion, фирмы Lang. Я постараюсь вставить фотографию этой пряжи. Вот эта пряжа, только другой цвет. И связала вот такой джемпер, но я ошиблась и связала его на спицах более тонких, чем нужно. Ниточка такая была тоненькая, что мне вот казалось, что пятерка, спицы, слишком большие. Я связала на 4,5, а так как вяжу я иногда туго, то получилась после стирки вот такая шубка. Она супер теплая, но при этом, весит она 150 граммов или 100 граммов, 120, наверное, граммов, забыла, напишу здесь. В инстаграме я выкладывала и вес, и фотографии красивые сюда тоже вставлю. Вот этот джемпер, это я вязала на 5 лет, дочери моей 5 лет в этом году исполнилось, точнее уже в прошлом. Он немножко подвалялся и уже на 4 года вполне сойдет. Эта пряжа, она классная. Мама из нее тоже вязала себе джемпер. Он воздушный, легкий, безумно мягкий, вообще не колет. Но из-за того, что я-то связала на спицах меньшего размера, получилось, что он супер колючий получился. Просто ужасно колючий, как вот советская такая шерсть. И ребенок может носить этот джемпер только на футболку с длинным рукавом, по-другому никак. Я сама, честно говоря, даже хотя вот так вот сейчас особо не чувствуется. Но мне кажется, все равно мохер, он колет намного больше, чем альпака.
Этой зимой я познакомилась случайно с пряжей фирмы Rico Design Light Luxury. Это тоже альпака, вот у меня здесь моточки, такого цвета у меня уже нет. И я совершенно влюбилась в эту пряжу. Я заказала сначала по интернету 6 моточков, посмотреть, что это, потому что отзывы прекрасные о ней, что она мягкая, как котенок. И когда они мне пришли, да еще в таком безумно красивом цвете, цвет называется патина, я просто обалдела. И потом поехала в магазин посмотреть другие цвета и купить еще 7-й моточек на горло, потому что я уже на тот момент решила, что джемпер будет с горлом. Конечно же, я сразу стала вязать. Связала очень быстро, очень легко, просто вяжется. И после того, как связала, то я не смогла удержаться и купила еще несколько цветов этой пряжи, и надеюсь, что в скором времени у меня будет еще 2 джемпера из этой пряжи. Теперь покажу поближе ее. Серая и белая. Здесь серый у меня будет color block, просто остальных моточков у меня уже нет, они уже в вязании, я их уже извязала, и вот у меня остался один единственный. Джемпер этот тоже почти готов, в другой раз расскажу о нем. А это мне вот пришло прям буквально час назад, я сходила в СДЭК и забрала. Тоже здесь 7 моточков, будет джемпер. Тоже интересный, планирую. Да, это пряжа, моточек 50 грамм, метраж 130 метров, состав 74% альпаки, 22% шерсти, 4% нейлона. И вязать рекомендуют на спицах номер 6. И тут написано, что на 40 размер, да, по-моему, получается 250 граммов надо, то есть это 5 мотков. На этот джемпер у меня ушло 7, но он объемный, у него объемные рукава, косы, здесь асимметричный узор косами, я его увидела где-то на Pinterest и вот решила воплотить. Так вообще вот color block у меня будет джемпер, на него я взяла 6 моточков. Что еще хочу сказать, что это действительно мягкая, нежная, просто какая-то безумно классная пряжа. Она, вот это вообще, мне кажется, чуть даже потолще, чем другие цвета. И она, но она не белая, прям это крем, не крем, забыла, как называется, молоко, наверное. Теперь расскажу про этот джемпер. Этот джемпер я вязала снизу вверх отдельными деталями. Я вообще люблю вязать сверху вниз. Здесь спущенный рукав. Я очень люблю спущенные рукава. Обязательно делаю скос плеча. И рукав здесь я вязала сверху вниз. Набирала петли прямо по пройме. И обязательно, конечно, правда, не всегда, но я стараюсь вязать окат рукава укороченными рядами, то есть после набора я связала небольшой такой вот где-то окатик. Потом пройма здесь, как я сказала, спущенная, немножко вот сюда я расширила. Спинка абсолютно простая, постараюсь вставить фотографии, я фотографировала этот джемпер на улице в полный рост, и там должно быть хорошо видно его, и цвет лучше виден, чем здесь, просто здесь под лампами он немножко такой более какой-то то ли желтоватый, то ли серый, ну какой-то такой, ну не совсем правильный, а так он очень сложный цвет, очень красивый. Дальше фотографии. Сфотографировала на вешалке, чтобы был виден рисунок. Цвет здесь тоже немножко слишком ярче получился. А вот на этой фотографии уже цвет такой, какой он есть на самом деле. Это спинка без рисунка. Как же мне нравится эта пряжа, просто невероятно. На рукавах идут вот такие косы, я также попробую поближе их снять. Вот рукав, ну посмотрите, какая мякушка, нежная, вообще воздушная. Рукава достаточно, ну для меня широкие, такие прям широкенькие. У меня больше, чем по мотку на рукав ушло.
по 2 мотка на спинку перед, ну чуть-чуть там было, пропорция немножко была наперед, чуть побольше ушло, потому что тут косы. И чуть меньше мотка на горлышко. Вот. И я очень хочу, точнее, очень люблю вот такие джемпера с горлами, и он, конечно, получился, мне кажется, просто необыкновенный. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете, ну, потому что я вот в полном восторге от этого джемпера, от этой пряжи, и в нем тепло, уютно, мягко, просто, ну, волшебный джемпер. И мне, честно говоря, хочется извязать все цвета, какие есть этой пряжи, потому что там все цвета классные. Ну, в другие разы покажу, что у меня получилось из тех цветов, что я купила. А еще хочу сказать, почему я люблю очень альпаку. Она не закатывается так, как остальные пряжи. То есть у нее она скатывается в такие комочки, как это сказать. То есть вот этот ворс, я вообще люблю ворс, люблю с длинным ворсом различные, у меня много, в принципе, джемперов, связанных из ткани, из пряжи с ворсом. И она закатывается, вот этот ворс длинный, он закатывается в такие большие клубочки, большие катышки, которые очень легко вот так вот пощипать и оторвать, и почистить. И это занимает там буквально полминуты, ну и она скатывается в основном, конечно же, вот по рукавам, по бокам. Ну, этот джемпер еще не успел скататься, хотя я его достаточно много уже ношу. И еще я планирую, вот ворс. И еще я планирую приобрести в магазине, вот сейчас пойду в пряжный магазин, мне нужно пайетки купить, и я хочу купить себе специальную расческу для мохера. Я думаю, что она прекрасно подойдет для альпаки, и мне кажется, классно будет ей вот так вот чистить, в плане не сами вот эти большие катышки, а если вот будут, ну, такие как волнами бывает, закатывается. Я просто попробовала обычной расческой почесать, и классно получается, и вот очень сильно хочу щеточку для мохера. Ну что, если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рада. И всем пока-пока!